Приветствую вас, дорогие весы. Меня зовут Анжелика, и вы на канале Таро и Жизнь. Сегодня для вас прогноз на второе полугодие 2026 года. И для начала мы посмотрим энергии и самое главное событие для вас во второй половине 2026 года. Далее посмотрим, что будет наиболее важным для вас во второй половине 2026 года. Что новое войдет в вашу жизнь во второй половине 2026 года. Далее будем смотреть на другой колоде. Кстати, хочу сказать, что сегодня я делаю расклад на 3 колодах одного автора. И все эти колоды невероятно мощные в плане предсказания. Так, и продолжим мы на следующей колоде и посмотрим на этой колоде, чем особенно запомнится вам вторая половина 2026 года. На этой же колоде давайте посмотрим неожиданности, которые вас ожидают во второй половине 2026 года. И на другой колоде, как я и говорила, того же автора, видите, все такие колоды, такие очень яркие, мощные и приятные глазу. И вот такая вот колода, она имеет такой, знаете, карманный размер, называется карманный размер. На ней мы посмотрим, что вас будет радовать всю вторую половину 2026 года. Итак, что вас будет радовать всю вторую половину 2026 года. Ну, тут 2 карты тянется. Ну, давайте 2 карты и оставим, посмотрим. Так, давайте будем начинать. Энергии и самое главное. Вы видели, как я развела руками. Ну, в общем, самое главное событие — тройка мечей. Но энергии, скажем так, достаточно неприятные, скорее всего, будут. Это энергия разочарования. Это карта, которая говорит о том, что нужно навести баланс между чувствами и разумом. И, скорее всего, будет какая-то ситуация во второй половине 2026 года, которая будет вас достаточно сильно ранить. И вот вы будете принимать какое-то важное решение, которая будет совсем, скажем так, идти вразрез с вашими чувствами и эмоциями. Но это будет важно. Вообще вот тройка мечей — это карта, которая освобождает от иллюзий. Возможно, вы долгое время как бы питали определенные надежды, а может быть, это были иллюзии касаемо какого-то человека, какого-то дела, какой-то ситуации. Так вот, во второй половине 2026 года эти иллюзии уже упадут, либо вы сами снимете розовые очки. Либо они разобьются, и вы поймете, что, в общем-то, хватит уже питать эти иллюзии, питать эти надежды. Они уже для вас не имеют ничего, скажем так, общего, интересного, нужного. И что хорошо по тройке мечей, да, она приносит какие-то вот разочарования, она снимает розовые очки, но она, снимая розовые очки, она дает вам возможность посмотреть иначе на свою жизнь, на какую-то ситуацию, на каких-то конкретных людей и понять, что более так продолжаться не может. Более вам с этими людьми не по пути, более в этой ситуации вас ничего не держит, и вы, благодаря тройке мечей, будете предпринимать активные действия для того, чтобы и изменить вашу жизнь, и отказаться от каких-то токсичных людей, и уйти из какой-то безнадежной ситуации. Ну, в общем, эта карта, на мой взгляд, хоть и достаточно болезненного, но прорыва вперед. Когда благодаря разуму, правильным взвешенным решениям, вы открываетесь навстречу новым возможностям и новым перспективам вашей жизни. Ну хорошо, давайте смотреть далее. Что будет наиболее важным для вас во второй половине 2026 года? Знаете, когда вы сами будете закрывать двери в какие-то ситуации, которые для вас были важны, которые были очень актуальны, в отношения, в которых вы питали какие-то надежды, в веру в каких-то людей, с которыми вам было, как вам казалось, по пути. И вот теперь вы закроете дверь во все то, что для вас уже не нужно, не актуально, не перспективно. И наиболее важным для вас будет это открыть дверь в ваше будущее. А вот здесь, по пажу кубков, появляются уже и новые планы, и новые мечты, и новые надежды. И, кстати, здесь можно еще говорить о том, что
во второй половине 2026 года наступит такой период комфорта и спокойствия, когда вы сможете либо заняться творчеством, либо опять-таки строить новые мечты и планы на будущее, разрабатывать эти мечты и планы и постепенно их внедрять в себя. Также эта карта говорит о каких-то очень интересных предложениях, но вот по пажу кубков пока эти предложения нужно рассматривать на перспективу, либо же готовить себя к реализации этих предложений. И вот еще здесь хотелось бы мне добавить, что новое войдет. Это какие-то хорошие новости, известия, которые, скорее всего, будут связаны либо с вашей семьей, либо с вашими родственниками, либо, может быть, и с вашими детьми. Могут быть какие-то приятные мелочи. Кстати, для кого-то паж кубков отыграется как весть о беременности, либо уже рождение ребенка. Но в любом случае паж кубков это достаточно хороший, добрый знак. И, конечно же, по пажу кубков стоит использовать любые предложения, любые предложенные вам шансы, как от других людей, так и от самой судьбы. И, в общем-то, эта карта говорит о том, что будут еще исполняться ваши заветные желания. Вам нужно только доверять вашей интуиции, потому что по кубкам всегда очень хорошо работает интуиция. Кстати, что новое войдет, вот если тройка мечей отыграется для вас больше, как, допустим, расставание с каким-то человеком, которому вы уже не можете больше доверять, с которым вам не по пути, который вас предал, или же сделал что-то другое негативное в отношении вас, то вот по пажу кубков в этом случае, закрывая вот эти отношения, уходя из этих отношений, по пажу кубков появляются новые возможности познакомиться. И что новое войдет, это и приглашение на свидание, на встречи, это новые знакомства, любовные послания, признание в любви, такая очень трепетная влюбленность, какие-то подарки, причем подарки, которые очень сильно будут радовать, вдохновлять. И, кстати, здесь еще может быть и такое, что новое войдет, допустим, если тройка мечей отыграется касаемо какого-то дела, либо же коллег, партнеров, компаньонов, либо каких-то ситуаций деловых, то в этом случае, опять-таки, вы что-то закроете, с чего-то уйдете. И для вас по пажу кубков здесь будут какие-то интересные предложения о сотрудничестве. Может быть, это как, знаете, начать что-то новое, либо, может быть, вступить в какой-то творческий союз. Ну, то есть, опять-таки, какие-то шансы, которые будут вас радовать и вдохновлять, будут приходить для вас во второй половине 2026 года. И для вас это будет наиболее важным. Новые шансы, новые мечты, новые надежды, новые предложения, новые знакомства, новые партнерства, новые какие-то возможности. Давайте далее посмотрим, что новое войдет в вашу жизнь во второй половине 2026 года. Выпадает туз кубков, и туз кубков – это, как вы видите, здесь и тема детей, и тема исполнения желания, и тема каких-то очень хороших, опять-таки, предложений, и любовных встреч, и новых знакомств, и в том числе, опять-таки, деловых каких-то союзов. Либо же здесь может быть и такое, как новое какое-то начинание в каком-то вот процессе, которое вас вдохновляет, о котором вы давно мечтали. Туз кубков, кстати, это исполнение мечты, это исполнение желания, это реализация в чем-то, что очень для вас важно. Поэтому, если говорить о том, что новое войдет в вашу жизнь, это радость, это насыщенность вашей жизни, это обновление вашей жизни, либо какой-то конкретной сферы вашей жизни. Это очищение от всего того, что вас расстраивало, от всего того, что разочаровывало вас либо в ком-то, либо в чем-то. Также обратите внимание, туз кубков принесет полноту в вашу жизнь, полноту и изобилие. И здесь изобилие может быть выражаться в чем угодно. Это как допустим, везение, это как изобилие в любви, это вдохновение, это творчество, это что-то радующее и очень эмоциональное для вас, но эмоционально исключительно в позитиве. Это может быть наступление вообще вот такого периода изобилия во всех сферах вашей жизни. Это денежные потоки, это новые отношения, новая любовь. Ну, в общем, можно говорить о том, что удача будет сопутствовать вам и будет в буквальном смысле слова брать вас за руки и вести вас к исполнению ваших мечтаний, желаний, к изобилию, к любви, к процветанию. И что новое еще войдет по тузу кубков, это хорошие перспективы. Это вообще вот такой период удачный этап вашей жизни. И это может касаться, опять-таки, как, допустим, проиграется у вас больше как какая-то финансовая ситуация, допустим, здесь разочарованы в том, что работа не приносит вам
изобилия, прибыли, вы вынуждены, допустим, закрыть бизнес, уйти с этой работы, появятся новые возможности, новые предложения, и начнется новый финансовый этап. Это может быть удачный этап для вас во втором полугодии начать что-то новое, начать новое творческое дело, монетизировать хобби, найти новую успешную работу, начать новый бизнес. Это может быть хорошее предложение, опять-таки, касаемо работы, касаемо перейти на новую работу. Ну и, конечно, в отношениях. Допустим, если у вас больше проиграется это в отношениях, то это шанс встретить любовь с истинными, искренними, взаимными, очень сильными чувствами. И также это будут чувства взаимные, конечно же. Это обновление чувств, это взаимное доверие, счастье, это обновления в вашей личной жизни, новые перспективные отношения. Но это, как я говорила, паж кубков может отыграться как весть о беременности, то вот здесь туз кубков может говорить о том, что либо это была ваша мечта заветная, да, и вы наконец-то вот забеременеете, либо же уже будет здесь как рождение ребенка, то есть исполнение мечты, пополнение в семье, рождение ребенка. И, кстати, о том, что может быть вот как раз такие радующие события на дне колоды четверка жезлов. Четверка жезлов может говорить о важном событии в вашей паре, в вашей семье. Это и пополнение, это могут быть какие-то, ну, то есть рождение ребенка, весть о беременности. Это могут быть какие-то и другие, скажем так, важные события. Например, это может быть переезд. Почему переезд? Потому что, обратите внимание, на дне другой колоды, которая у нас участвует раскладе шестерка мечей. Видите, здесь упаковали вещи и поехали, переехали куда-то, купили свою квартиру, или там продали то, что было, купили более новое, или переехали в другой город, в другую страну, где опять-таки вы празднуете свои результаты. Если, допустим, больше отыграется не как покупка недвижимости, не как переезд, то опять-таки четверка жезлов – это важное событие в семье. Это весть о беременности, это рождение ребенка. И на дне колоды здесь еще одно, которое у нас сейчас в раскладе, десятка кубков. Это тоже карта семейного счастья, пополнение в семье, рождение ребенка. Знаете, когда вот все складывается, как вы хотите, это любовь, это процветание, это, знаете, от таких вот глубочайших позитивных чувств на седьмом небе от счастья, от радости. Это также карта исполнения желаний. Четверка жезлов – это карта исполнения желаний, причем четверка жезлов всегда появляется в раскладе, неважно, то ли в раскладе, то ли на дне колоды. Это такая карта, которая не приходит просто так. Она говорит о важных, значимых переменах и важных позитивных событиях, которые происходят в вашей жизни. Так что давайте не будем расстраиваться изначально от того, что выпала первая карта тройка мечей. Возможно, она здесь говорит о том, что в первом полугодии были какие-то травмирующие события. И вот, наконец-то, во втором полугодии вы поймете, что хватит держаться, скажем так, за эту травму, которая вас сильно ранит, сильно вас расстраивает. Откройте перед собой новые перспективы, закрыв дверь в то, что для вас уже не имеет никакого значения. Снимите, наконец, эти розовые очки. Перестаньте надеяться в тех ситуациях, которые для вас уже не дают никакой надежды. И только когда вы, знаете, закроете дверь в прошлое, перед вами откроется, как мы видим, прекрасное будущее. Ну, давайте смотреть далее. А далее мы будем смотреть, чем особенно запомнится вам вторая половина 2026 года. И здесь выпадает повешенный, но обратите внимание, повешенный обычно висит в таком вот, в традиционной колоде, в таком зависшем состоянии, где у повешенного нет шансов, скажем так, выбраться, пока он не пересмотрит какую-то ситуацию и не найдет, вот пересмотрев эту ситуацию, не найдет выход из нее, когда он не поменяет отношение к этой ситуации. А вот здесь мы видим парашютиста, который парит, перед которым раскинулся весь мир как на ладони, и он сам, управляя, скажем так, вот этими рычагами, которые корректируют его полет, он сам уже рулит, куда ему стоит приземлиться, в каком месте, и он сам выбирает путь движения в своей жизни. Поэтому я бы так сказала, что чем особенно запомнится, а это тем, что вы улетите из той травмирующей ситуации навстречу новым горизонтам и новым возможностям. Здесь повешенный имеет немножко другое значение. Причем не немножко, а существенно другое значение. Когда вы улетаете, когда вы парите, когда перед вами открываются новые горизонты, новые перспективы и новые возможности. И вы уже сами выбираете, куда вам стоит направить ваши паруса, либо, скажем так, ваш вот этот вот парашют. Так что
Чем особенно запомнится вам вторая половина 2026 года? Тем, что, во-первых, вы переоцените что-то, что вас травмировало, что было для вас каким-то кризисом, который, может, казался вам вообще нерешаемым. Так вот, вы переоцените ценности, вы обретете вот этот вот новый взгляд на вашу жизнь, на действительность, в которой вы находились долгое время. И вы не захотите делать то, что вы делали раньше. Вы не захотите верить в то, что вас расстраивало, то, что вас разочаровывало. И вы уже поймете, что у вас есть силы жить по-новому, лететь в новом направлении, рулить в новом направлении. У вас для этого будут и силы, и возможности, и вдохновение. Ну и, как я сказала, будут открываться новые перспективы, новые горизонты. То есть, если говорить совсем кратко, чем особенно запомнится тем, что вы выйдете на новый уровень вашей жизни, на новые возможности и полетите к осуществлению вашей мечты. Давайте посмотрим далее, какие неожиданности вас ожидают во второй половине 2026 года. Семерка кубков. Еще одна карта новых надежд, новых желаний, новых мечтаний, нового творчества и новых каких-то манящих предложений и возможностей в том числе. Причем по семерке кубков это еще будет такое состояние, как, знаете, как опьянение перспективами, которые перед вами открываются. И что здесь важно понимать, семерка кубков говорит о том, что много будет предложений, много вариантов, возможностей, перспектив, но будет сложно определиться с собственными желаниями и будет сложно понять, чего же вы на самом деле хотите. Поэтому здесь важно определиться, что действительно для вас важно. Выбрать один какой-то вариант, ну, может быть, два варианта. И именно на них сосредоточить все свои усилия, все свое внимание. И ни в коем случае не распылять вот свое внимание на все варианты, которые будут вам предложены. Выбирайте исключительно то, что принесет вам конкретные результаты и поможет вам достичь желаемых целей. Поэтому здесь дам еще и совет по семерке кубков. Это, конечно же, смотреть на любые предложения, вообще на любые ситуации исключительно трезвым взглядом. Также обратите внимание, что здесь будет неожиданностью. Если, к примеру, семерка кубков отыграется больше в личной жизни, то может быть неожиданностью, как я говорила, какая-то неожиданная поездка, переезд, допустим, в новое место жительства, переезд в новую жилплощадь. Может быть такое, как неожиданность. Это, допустим, поездка, к примеру, к вашему родному, любимому человеку, и там свадьба по десятке кубков. И в этом случае вы потом туда переезжаете, может быть, там вообще остаетесь в вашей второй половинке. Может быть, здесь новые какие-то отношения, новая страсть, новая любовь, где вы будете испытывать очень, опять-таки, сильные чувства. Может быть, здесь такой мощный конфетно-букетный период будет. Конечно, может быть и такое, что большая идеализация человека, с которым вы либо в паре, либо с которым вы познакомитесь, и будет очень сильная такая захлестывать вас любовь и сильная идеализация этого человека и отношений. И тогда семерка кубков для вас проиграется как неожиданная такая романтическая влюбленность, как очень такие, знаете, искренние и волшебные отношения. Но опять-таки по семерке кубков важно не потеряться в этих отношениях, и важно все-таки очень так трезво подходить к этим отношениям. Но осталось нам посмотреть, что вас будет радовать всю вторую половину 2026 года. И так как все-таки я тянула карту вот эту, то она у нас главная. Здесь двойка кубков, а это тянулась и вслед за этой картой, то здесь туз жезлов. И две карты говорят о новой искренней любви, о новых каких-то союзах, новых партнерствах. Это могут быть и деловые союзы, но это могут быть и любовные союзы, в которых будет много страсти, много новых начинаний, много желания творить, много, конечно же, любви. И если у вас больше будет отыгрываться двойка кубков как любовь, то, безусловно, здесь очень взаимные чувства, взаимная любовь, большая симпатия. Здесь опять-таки карта может говорить о помолвке, о свадьбе, о совместном проживании, о переезде, как я вам показывала по шестерке мечей, переехать к своей второй половинке жить, например, либо переехать, допустим, купить жилье, либо же вообще уехать вдвоем там за границу, например.
Это может быть для тех, кто в паре, примирение, к примеру. Это может быть для тех, для кого это играется больше как в деловой сфере, то это выгодное, важное сотрудничество, надежный компаньон, партнер, новые какие-то клиенты, заключение выгодных договоренностей и начало деловых перспективных отношений. К тому же здесь рядом туз жезлов, это будет не просто искренняя любовь, это будет очень страстная любовь, это будут не просто союзы, это будут союзы, в которых много будет общего. Кстати, туз жезлов может отыграться, опять-таки, для тех, для кого актуально, это как хороший период для зачатия, весть о беременности. Это вопросы, которые будут выходить, скажем так, на первый план, будут для вас важны. И это будет вас очень радовать, потому что, скорее всего, здесь эти вопросы будут решаться позитивно. То есть произойдет зачатие, либо же рождение, может быть, ребенка. Если это коснется больше деловой сферы, опять-таки, новые какие-то начинания в новых союзах, которые дают вам возможность заложить такое, знаете, будущее фундаментальное, и начать какой-то новый проект. Это какая-то, может быть, творческая находка. Скорее всего, все это будет именно с кем-то вот в паре, либо в какой-то команде, либо прекрасное такое партнерство, сотрудничество. Это какие-то новые изобретения. Это, опять-таки, вдохновляющие новые идеи, мечтания, желания, которым дается как зеленый свет, и вы с активностью, с невероятной энергией начинаете их воплощать. Поэтому мой совет для вас на второе полугодие – это использовать любые шансы, а их будет предостаточно, любые возможности, любые идеи использовать для того, чтобы реализовать это. И совет еще не упускать эти шансы, быть активными, потому что туз жезлов – это активность, привлекать людей, с которыми вы вместе можете реализовывать ваши идеи, ваши мечты, браться за дело, быть активными, быть очень деятельными, инициативными. И, безусловно, туз жезлов – это невероятная сила и энергия, сила вера в себя. Поэтому верить в себя, ну и, скажем так, не сдаваться. А значит, начинайте что-то новое, проявляйте инициативу, будьте активными, беритесь за дело, и успех вам гарантирован. Вот такой получился прогноз на второе полугодие 2026 года для вас, дорогие весы. Для тех, кому нужна личная консультация, вы можете написать мне на e-mail, который вы видите сейчас на экране. Также ссылка на мой email есть внизу в первом закрепленном комментарии. Что ж, подписывайтесь на канал Второй Жизни, я буду вам очень рада. Ваши лайки помогут мне понять, насколько вам был интересен данный прогноз. Мы увидимся завтра, как всегда, на канале Второй Жизнь. Вас ждут новые прогнозы гадания. С любовью, ваш таролог Анжелика. Всех обняла. Пока-пока.